идти или ходить. Какая между ними разница? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня посмотрим, чем отличаются друг от друга два популярных глагола движения в русском языке. Понять разницу между ними не так сложно, а поэтому уверена, что после урока вам все станет ясно. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Итак, глагол «идти». Он у нас используется для описания единичного действия и характеризует однонаправленное движение, то есть движение, которое направлено в одну сторону. Глагол «ходить» используется наоборот для регулярного повторяемого действия и характеризует разнонаправленное движение, то есть движение, которое направлено в разные стороны. Например, в предложении «я иду в магазин» имеется в виду, что я сейчас иду в магазин в одном направлении, от дома к магазину. А в предложении «я хожу в магазин» имеется в виду, что движение будет от дома к магазину и от магазина к дому, туда-обратно. И также то, что я туда хожу. Часто, постоянно, каждый день, каждую неделю, каждый месяц и так далее. Перечисленные слова как раз и указывают на регулярность действия. Говорить их в предложении не обязательно, если того не требует контекст, однако это подразумевается, когда мы используем глагол «ходить». В общем-то, это основное отличие между ними, которое нужно запомнить. А сейчас посмотрим на примерах, как их использовать, чтобы более детально понять суть. Но сперва освежим в памяти, как они спрягаются. Идти – настоящее время. Иду, идешь, идет. Идем, идете, идут. Прошедшее время. Шел, шел, шел или шла. Шли, шли, шли. Будущее время. Буду идти, будешь идти, будет идти. Будем идти, будете идти, будут идти. Ходить. Настоящее время. Хожу, ходишь, ходит. Ходим, ходите, ходят. Прошедшее время. Ходил, ходил, ходил. Или ходила, ходили, ходили, ходили. Будущее время. Буду ходить, будешь ходить, будет ходить. Будем ходить, будете ходить, будут ходить. А теперь переходим к примерам. Мы идем в театр. Мы ходим в театр. В первом случае имеется в виду, что мы туда идем прямо сейчас. А во втором, что мы туда в принципе ходим. Мы время от времени ходим в театр. Она идет на работу быстрым шагом, потому что проспала и теперь боится опоздать. Она ходит на работу быстрым шагом, потому что постоянно просыпает и боится опоздать. В первом случае с ней это случилось только сегодня. Она проспала. Именно сейчас она спешит на работу и идет быстрым шагом. А во втором она это делает постоянно, на регулярной основе. Вот не получается у нее вставать вовремя, и поэтому она всегда опаздывает и ходит быстрым шагом. Вчера вечером, когда я шел в гости к друзьям, я встретил своего преподавателя из университета. Раньше, когда я часто ходил в гости к друзьям, я нередко встречал своего преподавателя из университета. Снова, в первом единичное однонаправленное действие, во втором многоразовое разнонаправленное действие. Дети идут на урок по плаванию. Они должны быть на месте к 16:30. Дети ходят на уроки плавания 3 раза в неделю к 16:30. Куда ты идешь? На занятия по английскому языку. Ты ходишь на английский? Еще нет, это мое первое занятие. После чего станет ясно, буду ходить или нет. И снова мы видим диалог, в котором первый вопрос задается про конкретно данное направление, куда ты сейчас направляешься. А во втором вопросе спрашивается, ходит ли человек на английский регулярно. Он идет к метро пешком, а не едет на автобусе, потому что любит ходить пешком. Идет. Единичное однонаправленное действие, любит ходить регулярное разнонаправленное действие. Куда вы идете на выходных? На выходных мы идем в парк, в боулинг или в кино.
Куда вы ходите на выходных? На выходных мы ходим в парк, в боулинг или в кино. Казалось бы, два одинаковых диалога. Но разница здесь в том, что в первом случае спрашивается про конкретно эти выходные, которые вот-вот состоятся, а во втором вообще про любые выходные. То есть спрашивают, что мы обычно делаем на выходных. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам стала понятна разница между глаголами «идти» и «ходить». Но если нет, пишите свои вопросы в комментариях, а я на них постараюсь ответить. Ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.